Когда ты хочешь потратить много денег, ты просто приезжаешь на заправку с лодкой и в 2 пистолета начинаешь заправляться на траке. Сначала дуешь трак и параллельно задуваем лодку. В лодку здесь, конечно, немеренное количество галлонов попадает. Ну, пока сейчас немного, сейчас всего лишь пока 10 галлонов залили, но продолжаем лить. Всем доброе утро, мы выехали на рыбалку, сегодня едем на океан, первая вылазка, уже теперь только на океане, взяли все, что необходимо, и сегодня будем рыбачить. Наконец-то добрались, целый час почти ехали до рампы. Такое ощущение, как будто я стал опять трак-драйвером, уже пришлось тащить прицеп. В общем, приехали мы на круизный лайнер, здесь такой вот стоит красивенный, охренезная рампа, на которую можно тут сколько хочешь лодок спускать. Майк уже в полной готовности у нас. Вот, в общем, что, спускаем и идем. Водичка сегодня обалденная, тихоня, так что я думаю, сегодня будет отличный день. Съехали с рампы, сзади кораблик наш остался. Вон, смотрю, люди уже рыбку потаскивают, но утренняя рыбалка в любом случае как бы должна быть. Прежде чем спустить лодку, будем сейчас пытаться рыбу, живца взять. В общем, сетку порвали об камни, поймали одну рыбку, пустили в ведро пришел какой-то тюлень или чайка, короче, и забрала с ведра рыбку, хоть даже единственную, которую поймали. Мы приехали вообще-то, это второй день мы на рыбалку, потому что первый день нас укачало жестко с малым, мы не на голодный желудок поехали, в общем, короче, нарушили все правила морской болезни, и в итоге мы ничего не сделали. Сейчас приехали второй день, решили уже ловить живца. Живец оказался у нас неуловимым, потому что сетку порвали, и один, который поймали, птица съела. Сейчас поедем на донку бросать, будем пробовать вытаскивать что-то самостоятельно, живца. Вкратце о неудаче, когда мы пытались снять первое видео. Мы выехали на лодке на океан, вот наша лодочка. Мы выехали на океан, и у нас не задалось с самого начала все. Первое, мы потеряли спиннинг, пока ехали. Я его зацепил вот туда наверх, и мы где-то цепанули дерево. В итоге, короче, этот спиннинг улетел, на каком-то дереве остался. После этого мы приехали на пирс, начали ловить живца. У нас на камнях порвал я сетку. Единственную одну рыбку живца, которую я поймал, кинул в ведро. Ее съел пеликан, пока мы ходили с Майком, забрасывали следующее. В общем, такой нервяк начался с самого начала, что уже даже камеру поднимать в руки не хотелось. После этого рыбу мы, конечно, только поймали одну, там Lady Fish, но это не та рыба, которую стоит показывать, там, ну, небольшая рыба, как бы, и все. После того, как мы уже плюнули на все и сваливать решили, у нас вот произошла вот такая вот хренотень. Я затягивал лодку, и просто треснуло вот это вот старючее дерьмище, оно треснуло. Заказал сейчас новое, приедет, сейчас отвезу лодку, поставлю здесь новую эту тему, и чтобы вот хорошо были стряпы, которые вообще предназначались на заднюю часть лодки. Вот такая вот небольшая предыстория, как у нас была первая вылазка. Но это, если честно, была не первая вылазка. Первая вылазка была в субботу, а потом в воскресенье. В воскресенье нагрянуло вот это вот все. Когда мы возвращались в воскресенье, у нас мою любимую шапку сдуло ветром. Выдуло ветром в ведро, пока мы ехали домой. А в субботу мы выехали с Майком, все вроде было все хорошо, все четко, гладко, но мы сошли на воду, и у нас просто через 20 минут жестко так укачало, что ни он, ни я, мы толком нормально не смогли рыбачить. Мы развернулись, уехали домой. Вот такие вот первых 2 спуска у нас были на воду. Всем доброго утра! У нас сегодня 3-й заезд, 3-я попытка.
спустить лодку на воду и поймать рыбу. Сегодня у нас новый участник, Макс. Да, короче, мы сегодня вдвоем поедем в офшор. Надеюсь, мы вернемся назад и с рыбой. У нас сколько? У нас уже 6:30 утра, сейчас затариваемся, берем лед и двигаем прямо. Мы находимся в Нью-Смирна-Бич. Здесь есть рыбные места, есть точки. В общем, очень надеюсь, что сегодня будет хорошая рыбалка. Сегодня, кстати, у нас нестандартный тягач, ребят, 3500. Макс решил взять свой дизельный, проверить, как с дизелем. Ну, конечно, да, с дизелем поинтереснее тащить, чем на FF150, однозначно. Короче, мы на рампе, что, у нас спуск на воду. Спускаемся, Макс нас отвозит. Поднимем немного моторы, чтобы не зацепиться, потому что непонятно, какая глубина. Вот и нарыбачили. Короче, ребят, попали мы не в неприятную ситуацию. Это, ну блин, я не знаю, как это сказать. В общем, вы загрузились, проехали несколько миль с океана, и лодка просто съехала. Сначала не поняли, в чем проблема, как так. Здесь поцарапало, просто аж слезы, потому что, ну, это же все цельно крашеное было. Здесь откололось, здесь сейчас у нас упор прям в пластик, в краску. Поддомкратили джеком. Вот какая случилась история. Значит, из говна и палок сделанный трейлер. Оказывается, это даже не ну, это просто галимый алюминий, который не выдержал, и его наклонило, и он просто отвалился. Вот можете видеть, вот там обе с корнями. Вот вам американский сервис Parts. Короче, в общем, очень большая печаль. Посмотрите, насколько лодка отъехала в сторону. Нам сейчас везти это чудо домой 70 миль. Я вообще пока ума не приложу, как мы это довезем, чтобы оно ничего не случилось хуже. Макс поехал за досками в Home Depot. Сейчас будем домкратить. Хорошо взяли джек на всяк пожарный. Ну, в общем, не без приключений. Будем по чуть-чуть поддомкрачивать, подлаживать доски и тем самым, чтобы выровнять хотя бы. Но мы не сможем ее сдвинуть туда. И все, и по-другому никак. Дальше только реанимировать трейлер, все там делать, чтобы больше такого не произошло. Вот такая вот, ребят, неприятность у нас случилась в дороге. И сейчас теперь у нас предстоит ремонт прям в дороге. Короче, ребят, приехали доски, Макс привез. Вот такая вот история у нас получается. Приподняли лодку, сейчас поедем на воду, скинем и переделаем, потому что другого варианта у нас не остается, а нам обязательно надо. Мы не доедем 70 миль, обязательно что-то случится. В общем, едем сейчас на океан, будем передвигать. Очень надеюсь, что мы доедем. Пожелайте нам удачи. Едем на океан, у нас полный этот, как попытка номер 2. Попытка номер 2, но у меня это уже попытка номер 5. Здесь, наверное, сейчас музыка будет где-то играть. Моя попытка номер 5 по-любому, по-другому невозможно. Трейлер следим, он в зеркало. Вроде как пока ничего никуда не уезжает, не улетает. Надеемся очень, что доедем. Самое страшное — это вот крыло, которое может резину навернуть, если где-то цеплять будет. Но думаю, что не будет. Короче, Максу говорю, что у нас полный адвенчер. Это по-американски, это типа, как это правильно, путешествие. Adventure, да. Да, дикое какое-то путешествие. Слушай, хорошо, что мы взяли Джек с тобой с утра, потому Джек, что я... и руками поднимали. Да, я говорю, это, давай возьмем рессоры, а то у меня там подржавелые, они, мало ли, не дай бог, треснет. Взяли рессоры эти, юболты, короче, какие-то, что мы еще там брали, я не помню. Короче, какие-то
брали еще инструменты. Саморезы, что только мы не брали. Да, и только Макс не говорит, то, давай что нужно. возьмем этот джек. Ну, в итоге, короче, ну, думаю, ну, давай. Вот если бы джек не взяли, еще бы сейчас бы где-то баксов... Ты расскажи 50. про Road Ranger, как они... American Dream Life. Да, подъехал рейнджер, который сервис-рейнджер. Он там помогает бензин подвести, колеса поменять. В общем, посмотрел на меня, я ему объяснил ситуацию. Он говорит, ну ладно, я, мол, типа, скажу своему диспетчеру, что здесь все хорошо у тебя. здесь все хорошо, они держатся под контролем. Минут 5 прошло, мы с Максом на телефоне, он говорит, да, спроси у него, или может он еще один джек подогнать, типа, помочь, чтобы морду поднять лодки. Ну, я ж пошел к нему, говорю, ты нам поможешь, а он такой, не-не-не, мол, типа, у меня по правилам там бензин подвести, колесо поменять, а с таким, типа, долбитесь сами. А то, если я вам, мол, типа, лодку поцарапаю, там, удолбу, то буду виноват, у меня будут проблемы, я не хочу, мне не надо. Вот такая вот помощь на дороге, поэтому что-то из вон выходящего, что не по стандарту, будьте уверены, что, скорее всего, вам никто ничем не поможет. Будете выкручиваться сами. Ребят, всем доброе утро. Мы в Дайтона-Бич, точнее, рядом возле Дайтона-Бич. У нас 6 утра. Сегодня сходим на воду. Попытаемся сегодня порыбачить, поймать ред снэпера и группера. Сейчас ждем Макса и будем отчаливать. Лодочка уже у нас готова, все светится, моторчики работают. В общем, все в порядке. Вот люди тоже приехали. Ну что, ребят, у нас 10 часов утра. Первая рыбалка, скажем так, не знаю, ну, с почином. Не сказать, что большие трофеи, но что-то поймали. Джек-бар, сейчас покажу какой. Вот такие вот джеки. Значит, здесь 4 у нас. И еще в аквариуме бросали вот здесь. Ну, пока плавают живые, то я их отсюда не вытаскиваю. Короче, в совокупности может где-то около десятка таких вот джек-баров. Значит, их разрешено брать 10 на человека. Ну вот мы сейчас пока что ловится, то и ловим, потому что пока еще ничего. Еще были маленькие рыбки, но мы, короче, их отпустили, потому что с них вообще толку никакого. Вот, что-то из большого пока никаких позывов не было, но 2 раза уже обгрызало что-то нормальное и как бы даже вытянуть не получалось. Вот, но пока в процессе. У меня первый трофей. Ни мало, ни много, но нормально. И внизу вон красавец. Еще не знаю, как зовут, сейчас будем разбираться. Короче, вот такой вот красавец. Не знаю, как зовут, еще не интересовался, не искал. Но он небольшой, поэтому думаю, что просто отпущу, пускай растет еще. И держи в натяге. Давай, давай. Все. Ушел? Уверен? Ну, оттащил тебя далеко. Эх, жаль. Ну ничего. Ну что же можно подчеркнуть? Как для нас, для новеньких, такой трип исключение, потому что из 4 раз мы только на 5-й раз смогли поймать рыбу. Да, было много приключений, много непонятных вещей. Для новенького это, конечно, очень сложно. Но тем не менее мы побороли всякие проблемы, починили трейлер, довели до ума лодку и в конечном итоге на 5-й выплыв мы что-то поймали. Ну а теперь, наверное, у нас начнутся только какие-то позитивные моменты. Ну и напоследок могу сказать, что, конечно же, мы в конце концов выехали с семьей и хорошо провели время на лодке на Крабовом острове, где люди отдыхают, тусуют, музыка и все остальное, то, что вы видите. Поэтому лодка не только рыбалка, но и классный отдых, поэтому я совсем ни капли не жалею, что приобрел лодку, и надеюсь, что в дальнейших наших видосах мы уже будем показывать свои трофеи, которые мы будем ловить. Ну а я с вами буду, наверное, прощаться, ребята. Всем до скорых встреч, всем пока.